Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов мы будем делать американское наращивание экстремальной длины. Проще говоря, наращивание ногтей на типсах. Наблюдая за американскими нейл-мастерами, можно заметить, что они любят наращивать ногти с помощью акрила и типс. У нас же больше распространено наращивание с помощью геля. Поэтому сегодня я покажу наращивание ногтей на типсы с помощью жидкого геля. Сегодня работать мы будем с мягкими ноготками, которые склонны к гипергидрозу, то есть повышенной влажности, и к расслоению. По стандартной схеме перед наращиванием подготавливаем ногтевую пластину. Для этого алмазной насадкой пламя поднимаем кутикулу и очищаем ногтевую пластину от птеригия. Ручка аппарата работает в режиме forward на 20 тысячах оборотов. Двигаемся справа налево, едва касаясь ноготка. Хорошо прорабатываем синусы и выводим насадку под небольшим наклоном у бокового валика, для того, чтобы не образовывались перепилы. В этом режиме обрабатываем сразу все ноготки. Это сэкономит время на переключении режимов. Во время работы натягивайте пальчиком кожу вверх. Обработав все 5 пальчиков, переключаем ручку аппарата в режим Reverse, то есть обратный ход. И уже теперь движения идут слева направо. Также хорошо обрабатывайте синусы и не давите на ноготь. Насадкой нужно приподнять кутикулу, чтобы образовалась юбочка из кутикулы. Таким образом, нам будет легко ее срезать ножничками. Удаление кутикулы. Берем хорошо заточенный инструмент – ножнички или накожницы. Натягиваем кожу вверх и аккуратненько кончиком ножниц делаем срез. При срезе работает только кончик. Ножнички должны лежать перпендикулярно кутикуле. После среза кутикулы обрабатываем ногтевую пластину. Выравниваем свободный край ногтя. Для того, чтобы избежать расслоения натурального ногтя, пилочкой работать нужно в одну сторону. Затем зашлифовываем ноготок. Это мы делаем бафиком или пилочкой абразивностью 180-240 грит. Зашлифовывая поверхность ногтя, работать пилочкой или бафиком нужно также в одну сторону. Убрав пыль, обезжириваем и подсушиваем ногтевую пластину. Тщательно протираем ноготь от пыли. Делаем это безворсовой салфеткой и дегидратом или спиртом. Обрабатываем все ноготки. Теперь переходим к подготовке типс. У меня типсы формы стилет. У этих типс есть небольшая контактная зона. Эту ступеньку перехода контактной зоны нам нужно убрать, для того, чтобы типса плотно прилегала к ногтю. Для начала примеряем типсу по ширине ногтя, чтобы размер совпадал и типса не была меньше, чем натуральный ноготь. Затем убираем ступеньку. Я это делаю керамической насадкой. Убираем ступеньку перехода и зашлифовываем часть типсы, которая будет крепиться к натуральной ногтевой пластине. Также таким образом мы слегка истончаем типсу. Это облегчит нам работу. После смахиваем стружку. Теперь берем суперклей или клей для ногтей. Сейчас в комментариях посыпется куча негативных отзывов. Но клей для ногтей и суперклей как по составу, так по запаху и своим физическим свойствам абсолютно ничем не отличается. И тонким слоем покрываем зашлифованную часть на типсе. Типсу прикладываем к ногтевой пластине. Прикладывать нужно на 2/3 ногтя. Сначала прижимаем сверху, затем плавно типсу опускаем вниз. Следим за тем, чтобы типса прилегала плотно и не было пузырька воздуха. Этот пузырь воздуха хорошо и отчетливо видно, и нам его нужно обязательно полностью согнать. Плотно прижав типсу к ногтю, фиксируем на несколько секунд. После того, как клей застыл, убираем руку. Такую процедуру делаем со всеми ноготками. Примеряем типсу к ногтю, выбираем нужный размер, подготавливаем типсу, зашлифовывая ее. Затем промазываем суперклеем
и прикладываем к ногтю. Обязательно выгоняем весь воздух. Это поможет избежать поломки ногтей. И они, как раньше, не будут отщелкиваться от натурального ногтя, как семечки, и будут носиться отлично. Проделав это со всеми ноготками, мы смотрим на результат. Ногти приклеены. Глядя на ногти сбоку, они плоские, есть небольшая ступенька. Эту ступеньку нужно убрать. Но не переживайте, если сверху типса прикреплена неплотно, это не беда. Главное, чтобы на кончике ногтя она сидела плотно и не было воздуха. Ведь эту ступеньку мы в процессе уберем. Теперь берем ту же керамическую насадку. И на оборотах в 25 тысяч в режиме Forward мы спиливаем эту ступеньку, делая плавный переход от натурального ногтя к типсе. Также зашлифовываем типсу в месте крепления к натуральному ногтю. Керамической насадкой сразу убираем все места, где типса неплотно прикрепилась к натуральному ногтю и есть воздух. Каждое движение насадки немного смещайте в бок, чтобы ногтевая пластина не нагревалась и ваш клиент не испытывал дискомфорт. Обработав все ногти, у нас получается плавный переход натурального ногтя к типсе. Нет никаких ступенек, нет воздуха и есть идеально смоделированная длина ногтя. Для того, чтобы искусственный материал плотно крепился к типсе, ее также нужно зашлифовать и на свободной части. Поэтому бафиком быстренько зашлифовываем свободный край типсы. Таким образом, типса становится шероховатая, и весь искусственный материал будет забиваться в эти шероховатости и будет плотно держаться вплоть до следующей коррекции. Таким образом мы обработали все ноготки. Убираем пыль. И часть натурального ногтя мы покрываем кислотным праймером. Покрываем тонким слоем и стараемся, чтобы праймер не попадал на кожу. Почему мы берем кислотный праймер? Так как в начале видео я говорила, что данные ручки склонны к гипергидрозу, то есть повышенной влажности. С этим нюансом поможет справиться именно кислотный праймер. Переходим к покрытию базой. Тонким слоем и втирающими движениями мы покрываем весь участок ногтевой пластины. Аккуратно уголком кисточки проходимся вдоль кутикулы и около боковых валиков. Следим за тем, чтобы база ни в коем случае не затекала на кожу, ведь именно это является частой причиной отслоек во время носки. Поэтому покрывайте базой, отступая от кожи 1 мм. После покрытия сушим ногти в лампе. Смотрим сбоку на ноготь. Никакой ступеньки нет. Ноготь плавно переходит на удлинение типсы, но также не хватает архитектуры. Поэтому набираем большую каплю моделирующего геля. Выкладываем ее на ноготь и аккуратненько кисточкой подталкиваем к кутикуле. Также плавно стягиваем гель около боковых валиков. И с каждым движением кисточки спускаемся все ниже и ниже к кончику ногтя. После тонким слоем мы промазываем свободный край ногтя. Это можете делать втирающими движениями, чтобы забить всю шероховатость типсы гелем. Набираем вторую объемную каплю геля и выкладываем ее в зону стресса. Кисточкой хватаем волосок геля, который стягиваем к свободному краю типсы. Набрав еще одну объемную каплю, мы также выкладываем ее в зону стресса и продолжаем стягивать гель к кончику ногтя, формируя правильную архитектуру ногтя. Если вы успеваете работать быстро и у вас гель не сильно жидкий, можете сразу покрыть все ногти. Если же нет, покрывайте каждый ноготь по очереди. Смотрим на ноготь сбоку, проверяем, все ли нас устраивает, сушим ногти в лампе. После сушки эти сосульки мы вытираем от липкого слоя. Делаем это безворсовой салфеткой, клинсером
или спиртом. Затем я беру керамическую насадку с зеленой насечкой и производим опил, убирая все неровности и подгоняя ноготь под идеальную архитектуру. Во время такого опила насадкой не стоит сильно давить на ноготь. Работаем быстро, плавно и поверхностно. Также, если есть, убираем лишний материал у боковых валиков и кутикулы, чтобы в этом месте не было ступенек, а был плавный переход. Ведь лишний материал в этих местах делает большую нагрузку и приведет к отслойкам. Не топчитесь насадкой в одном месте, чтобы ноготь не нагрелся. С каждым движением смещайте насадку в сторону. Счищаем пыль. Так как после опила есть вероятность того, что вы убрали немного больше материала, чем это требовалось, около кутикулы и боковых валиков хорошо отжатой кисточкой мы прокрашиваем базой. Такой секретный ход обязательно улучшит вам качество носки и поможет избежать отслоек. Проделав эту процедуру со всеми ноготками, мы отправляем сушиться ногти в лампу. Для того, чтобы сделать идеальное покрытие под кутикулу, перед покрытием гель-лаком, пушером мы отодвигаем кутикулу. Так проходимся по всем ноготкам. Пушером работайте под углом 45 градусов и не давите на ноготь. Теперь берем цветное покрытие. Я использую гель-лак фирмы Coco номер 802. Это красивый ярко-красный цвет. Покрываем основную длину ногтей. С помощью гель-лака данной фирмы достаточно 2 слоев, так как гель-лак плотный и имеет хорошую пигментацию. Хорошо отжатой кисточкой уголком проходимся вдоль кутикулы и вдоль боковых валиков. Движения кисточкой должны быть полными. Если вы будете работать короткими мазками, у вас будут проплешины. Полностью покрыв нужные ногти, отправляем сушиться в лампу. Переходим к декору. Я беру жидкое золото, эффект похож на хлопья юки, и на липкий слой ногтей или на тонкую подложку базой мы выкладываем данный декор. Он очень тонкий и хрупкий, и при контакте с липким слоем он буквально тает, плотно прикрепляясь к ноготку. Таким образом, золото мы выкладываем на всю поверхность ноготка безымянного пальца. Апельсиновой палочкой плотно пришлепываем золото, для того, чтобы ноготь был гладеньким. На мизинчик также выкладываем золото, но больше акцентируя внимание зону перехода натурального ногтя и типсы. На ноготь большого пальца золото мы выкладываем лишь на уголок кончика. Плотно пришлепываем золото. Сушим в лампе. Ногти покрываем топом. Так как золото мы плотно прилепили к ногтю, то ноготь становится гладеньким и достаточно одного слоя топа. Сушим в лампе. Для того, чтобы сделать ногти более эффектными, переворачиваем ручку ладошкой кверху и топом прокрашиваем обратную часть ногтей. Сушим в лампе. На этом все, ногти готовы. Данное наращивание очень сокращает время, и носятся данные ногти, как ни странно, очень даже хорошо, если вы сделаете все правильно и не допустите образования воздуха в месте крепления типсы к натуральному ногтю. Красивые алые ногти подойдут только для самой уверенной, которая не побоится ранить себя или окружающих. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, увидимся в следующем видео. Пока-пока!